Пломба не навсегда. Она не часть зуба. Это композит, материал, который стареет, расширяется, сжимается, трескается и перестает выполнять главную функцию – защищать зуб. И все, что кажется незаметным, постепенно превращается во вторичный кариес, трещину и разрушение стенки зуба. Сегодня честно и без украшений, когда пломбу нужно менять и что будет, если этого не делать. Доктора против их цифровых копий, клиника против алгоритма, правда против иллюзий «все нормально». Начинаем баттл. Пациент видит одно – пломба стоит, значит зуб здоров. Стоматолог видит совсем другое. Композит – это не ткань зуба. У него нет способности регенерировать. Он стареет, появляются микротрещины, формируется микрощель, бактерии проникают под пломбу и запускается скрытый воспалительный процесс. Сегодня вы услышите расширенные клинические ответы докторов и сухие факты, статистику и строгую аналитику от их ИИ-версий. Наши эксперты. Доктор Татьяна. Клиническая логика, мягкая и понятная подача. Доктор Андрей. Структурно, четко и практично, как любят пациенты. И их цифровые версии. Аватар Татьяны. Строгая научная стоматология без компромиссов. Аватар Андрея. Статистика, проценты, риск-модели и протоколы. Все готовы? Почему пломбу нужно менять? Когда меня пациенты спрашивают, почему пломбу нужно менять, ведь она стоит, я начинаю с главного. Помните, пломба – это композит, он не живой, он не восстанавливается, и он не имеет структуру, схожую с эмалью и дентином. Помните, любая пломба – это зона потенциального риска. Со временем она стирается, дает микротрещины, также изменяется в объеме от температуры, и между зубом и пломбой появляется микрощель. К сожалению, пациент ее не видит, и пациент ее не чувствует. Но бактерии туда попадают мгновенно, и начинается скрытый процесс. Размягчается дентин, инфекция проникает внутрь зуба, стенки становятся тонкими и хрупкими. И это не теория, это то, что мы видим в клинике каждый день. Композит – это полимерный материал. Он подвержен абразивному изнашиванию, деградации смолы, температурной деформации, внутреннему стрессу. Средний срок стабильности от 3 до 7 лет. После этого вероятность микроподтекания достигает 60-70%. Микроподтекание ведет к вторичному кариесу, разрушению стенок, потере герметичности, риску трещины зуба. Это ключевой аргумент в пользу своевременной замены. Какие первые признаки, что пора менять пломбу? Есть признаки, которые нельзя игнорировать. Первое – чувствительность. Если зуб начал реагировать на холодное, горячее, при накусывании, на сладкое. Это не мелочь, это сигнал. Второе – пища застревает. Это означает, что нарушен или контакт, или край пломбы. Третье – тест зубной нитью. Домашняя диагностика, которая работает идеально. Если нить рвется, цепляется, значит край пломбы уже поврежден. Четвертое – поверхность пломбы. Пломба должна быть гладкой. Наличие сколов, шероховатости – это признак нарушения герметичности пломбы. Любой из этих признаков означает: идем на осмотр к стоматологу, и чаще всего пломбу нужно менять. Вероятности нарушения по симптомам. Чувствительность около 70%, застревание пищи около 85%, рвущаяся нить около 90%. Комбинация двух симптомов 95-100% риска – микроподтекания. Игнорирование признаков увеличивает риск разрушения зуба на 40-55% в течение ближайших 12 месяцев. Что будет, если не менять пломбу вовремя? Самое опасное – отсутствие боли. Пломба закрывает дефект, и пациент думает,
что у него все хорошо. Но под ней идет процесс разрушения зуба. Кариес расширяет полость, размягчает дентин, стенки зуба становятся тонкие и хрупкие. Итог бывает один из двух. Первое – это лечение осложненного кариеса с пломбировкой каналов. Или отлом стенки, и такой зуб иногда восстановить невозможно. Последствия несвоевременной замены – это разрушение периферических стенок, инфицирование пульпы, необходимость эндодонтического лечения. В 17-22% случаев требуется удаление зуба. Чем дольше пломба стоит с нарушенным прилеганием, тем быстрее прогрессирует скрытый кариес. Как пациент может заметить проблему сам? Существует 3 золотых правила. Первое. Появление чувствительности любого типа сразу к врачу. Второе. Ежедневно пользуемся зубной нитью. Если нить цепляется, значит проблема уже есть. Третье. Осмотр у стоматолога не реже, чем 1 раз в полгода. Пациент не заметит микротрещины на ранней стадии. Профилактические осмотры снижают риск скрытого кариеса под пломбой на 50-70%. Ежедневный тест нитью – это самый надежный метод самоконтроля. Сегодня мы разобрали, когда пломба перестает быть защитой и становится источником проблемы. Композит – отличный материал, но он не живет так, как зуб. Если появляется чувствительность, если еда застревает, если нить рвется, если вы видите темный контур, шершавость или скол, это повод немедленно идти к стоматологу. Помните, пломба работает ровно столько, сколько она плотно прилегает. Своевременная замена сохраняет до 60% тканей зуба и помогает избежать сложного лечения. Оставайтесь с нами. Дальше еще интереснее, глубже и полезнее. Когда стоматолог и искусственный интеллект объединяются, выигрывает пациент.